Приветствую! На канале Умный дом Xiaomi обзор умных часов с термометром и гигрометром на электронных чернилах. Давайте вместе распакуем это устройство, узнаем о функциях и возможностях, настроим работу в Mi Home и сравним с прошлой версией. Стоимость таких электронных часов с датчиком температуры и влажности около 850 рублей. Более простая версия доступна по цене от 650 рублей. Ссылки на надежных продавцов с бесплатной доставкой вы можете найти в описании к видео. Упаковка часов выполнена в привычном дизайне Xiaomi с указанием основных функций: дисплей с электронными чернилами, отображение времени, уровня и температуры воздуха, а также синхронизация этой информации по Bluetooth в Mi Home. Внутри коробки помимо устройства находится краткое руководство пользователя и набор аксессуаров для крепления. Это двухсторонний скотч для вертикальных поверхностей, магнит и ножка для установки на полку. Под задней крышкой расположены две 3-вольтовые батарейки формата CR2032. Они промаркированы как B1 и B2 и закрыты от контактов защитной пломбой из прозрачного пластика. До момента снятия пломбы на дисплее отображаются все возможные индикаторы, а сразу после ее удаления вы увидите актуальную информацию о состоянии воздуха в помещении. Умные часы не имеют никаких кнопок управления, поэтому для настройки времени потребуется подключить их к смартфону через приложение Mi Home. Подробнее об этом процессе расскажу немного позднее. Благодаря технологии электронных чернил информация на экране часов хорошо читается под любым углом. По аналогии сделаны и экраны электронных книг. Для отображения и обновления данных на нем расходуется минимальное количество электроэнергии, и элементы питания устройства проживут максимально долгое время. И если вы увидите на дисплее значок батарейки, значит пришло время заменить ту из них, которая имеет индекс B1 и находится справа. Вторая батарейка служит как резервная. Простая версия датчика температуры и влажности имеет только одну аналогичную батарейку, и у меня такой датчик проработал без необходимости ее замены около 1,5 лет. Важно отметить, что дисплей умных часов Xiaomi не имеет никакой подсветки, поэтому в темноте информация на нем будет не видна. Помимо времени и данных о воздухе, на дисплее отображается графический смайл, который в зависимости от влажности и температуры может меняться от условно счастливого с улыбкой до грустного. Аналогичная индикация присутствует и в прошлой версии термометра-гигрометра. Подробнее о параметрах, которые влияют на смайл, указано в таблице из руководства пользователя. Для размещения часов на горизонтальной поверхности можно использовать пластиковую ножку. Для этого приклеиваем ее к задней панели так, чтобы совпали два маркера. Кроме того, можно разместить устройство на холодильнике с помощью магнитного крепления. Таким образом, в своем приложении Mi Home вы сможете получить данные о температуре и влажности из разных комнат или даже из разных домов. Но для этого потребуется, чтобы часы имели постоянный доступ к сети интернет через Bluetooth шлюз. Чтобы понять, как это работает, перейдем к подключению и настройке. Для этого открываем приложение Mi Home на смартфоне и через меню добавления новых устройств сразу же находим наши часы. Если они не были обнаружены автоматически, то сканируем QR-код из инструкции или выбираем их в списке вручную. Далее следуем указаниям на экране. Выбираем комнату и имя. Сразу после этого мы видим на экране телефона информацию, которая есть и на дисплее часов. Если время на устройстве не совпадает с актуальным, то в настройках своего смартфона следует отключить автоматический выбор часового пояса вашей мобильной сети. Далее можно сразу проверить и установить обновление прошивки. Если это сделать, то вероятнее всего по завершении процесса придется удалить и заново добавить часы в список устройств. Чтобы информация с часов была всегда доступна онлайн в приложении Mi Home, даже когда вы находитесь в другом месте или даже городе, то есть не имеете возможности подключиться к ним напрямую через Bluetooth, необходимо, чтобы данные о времени, влажности и температуре воздуха передавались через Bluetooth шлюз. То есть, как и другие такие устройства, часы смогут синхронизировать свой статус в реальном времени и могут быть просмотрены удаленно. В качестве шлюза может быть использован специальный хаб Xiaomi или Aqara и некоторые другие устройства, как, например, увлажнитель SmartMe. Кроме того, часы с гигрометром и термометром, подключенные к шлюзу, могут работать как условия для сценариев умного дома Xiaomi. Например, можно создать сценарий, при котором по достижении определенного уровня температуры включался кондиционер или включался увлажнитель при достижении заданного уровня влажности. Это, пожалуй, все, что можно рассказать об умных часах Xiaomi с датчиком влажности и температуры воздуха. Но если у вас остались какие-либо вопросы или вам есть чем поделиться, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.